Привет! В прошлом выпуске мы с вами посмотрели на устройство наиболее популярных датчиков эхолотов, как говорится, изнутри. Изучали с помощью рентгенографии и вскрытия посредством распила. Кто не смотрел, обязательно ознакомьтесь с материалом, поверьте, это будет полезно. А в этом выпуске мы поговорим о так называемом традиционном классическом сонаре. Как он работает, почему на экране эхолота мы видим дуги, что такое чирп, как правильно регулировать положение датчика и многое другое. Что в конечном итоге поможет нам лучше понимать, что же мы видим на экране эхолота и почему. В общем, прокачаем свой скилл до 80 уровня. А оборудование для съемок этого выпуска предоставил магазин Александр Ховрина, где для подписчиков нашего канала действуют скидки. Ссылку на магазин найдете в описании. Итак, в виртуальном 3D-пространстве смоделируем участок реки с лодкой, на которой работает эхолот с подключенным датчиком. В прошлом выпуске мы узнали, что сонар на большинстве датчиков выполнен в виде цилиндрического пьезокристалла, чаще всего изготовленного из титаната бария, в котором под воздействием электрического поля возникают упругие колебания, заставляющие его сокращаться или расширяться, в результате чего он генерирует ультразвуковые колебания. Оба. Это еще что? Алло. Ну алло, ёпки. Извините, а вы кто? Кто я? Я Ваня из Бобруйска. Ты же сам меня выдумал, когда компасы сравнивал. Ну и так далее. С каким-нибудь Ваней-трактористом из Бобруйска. У меня кукуху снесло. Или ты тоже его видишь? Да я сама офигела. Короче, что ты нам тут затираешь? Нам давно все Вася объяснил. Вот смотри. Ну вот все же понятно. Пожалуйста, выключи это. Умоляю, больше никогда мне этого не показывай. Напомни, я тебя выдумал интеллектуально развитым или так себе, не очень? Ладно, с Васей все понятно. Ну вот шершень, он же все по полочкам разложил, конус и вот это вот все. Согласен. Шершень провел великолепную работу. Я с ним общался по данному вопросу. Однако он очень опасался столкнуться с непониманием зрителя. И поэтому фактически из гуманизма постарался максимально упростить схематику работы эхолота. И в некоторых нюансах даже перестарался. Но ты же знаешь, что в подобных вопросах от меня пощады ждать бесполезно. И поэтому располагайся поудобней, застегни шлем покрепче и погнали. В большинстве подобных визуализаций работу сонара нам представляют в виде конуса. И пользователь настолько привык, что перестал задумываться над тем, что же он видит на самом деле, практически позабыв о том, чему он учился в школе. Давайте и мы снова усядемся за парту. Итак, излучение колебаний акустических волн имеет радиальное сферическое распространение. Это наглядно иллюстрирует киношные взрывы. Однако мы научились излучать достаточно направленные волны. Но есть нюансы. Как ни направляй, волна все же стремится стать сферической и рассеяться. И чем ниже скорость распространения волны в среде, тем быстрее она округляется, становится сферичной. Также нужно понимать, что у направленного излучения имеется диаграмма направленности. Например, у сонара эхолота она многолепестковая и выглядит как-то так. И условно меняется с изменением частоты. Почему условно? Потому что на самом деле там очень много зависимостей от мощности, затухания в пространстве, энергопотребления и так далее. Но в связи с тем, что в меню эхолота мы можем выбирать только частоту, то и в дальнейшем будем упрощать, называя это изменением частоты. Зачастую нам рисуют приблизительно такие картинки. Излучается волна, достигает цели, отражается, возвращается обратно. И в подобной визуализации далеко не всем становится ясно, откуда вдруг появляется конус. И тут некоторых из вас я снова макнул носом в школьную программу. Чему равен угол отражения, а? Правильно, углу падения. А еще нужно учитывать, что диаграмма направленности имеется не только у излучателей, но и у приемников, например, у микрофона. Бывает круговой, кардиоидный,
суперкардиоидный и даже гиперкардиоидный. И нужно учитывать еще и то, что виды отраженных сигналов бывают диффузные, смешанные, направленные и направленно-рассеянные. Теперь моделируем ситуацию правильно. Излучается зондирующий сигнал, который достигает цели, отражается под углом, равным углу падения. Чем дальше волна от вектора направления отражения, тем сильнее затухает колебание. Для упрощенного понимания назовем этот диапазон слышимым. На рисунке он выделен красным конусом. Отраженный сигнал достигает поверхности воды, где расположен датчик. И в данном случае расположение датчика оказалось в зоне достаточной слышимости отраженного сигнала. Хорошо, теперь давайте посмотрим, как поведет себя сигнал, отраженный от объекта, расположенного дальше центральной оси датчика. И тут мы наблюдаем, что угол отражения увеличился, и слышимая отраженная волна уже проходит мимо датчика. То есть отраженный сигнал прошел за пределами поля зрения сонара. Очертим контурами рабочее пространство и получаем конус. И все, что за его пределами, находится в слепой зоне. Надеюсь, я объяснил достаточно понятно и наглядно. И чё ж получается? Конус — это не рупор, который орёт, а еще и ухо, которое слышит? Ну, в целом, можно и так сказать. Далее. Нужно понимать, что считанные сигналы отраженных волн записываются в некий файл, именуемый хограммой. Если его для понимания визуализировать, то он будет очень похож на табличку Excel с формулами. В первую колонку вписывается глубина, вычисляемая по формуле. Время задержки, то есть разница с момента излучения до приема отраженного сигнала, деленное пополам, так как сигнал проходит одно и то же расстояние дважды, туда и обратно, и умножается на скорость звука в воде, которая остается неизменной. В следующую ячейку записывается амплитуда полученного сигнала в диапазоне от 0 до 255 условных единиц. Ну, для нас понятнее, наверное, будет это как громкость отраженного сигнала. Далее записываются характеристики принятого в этот момент сигнала, так как волна при взаимодействии отражения и прохождения различных сред и материалов меняет свои свойства под действием интерференции, дифракции и даже эффекта, схожего с эффектом Доплера. Ну, например, проникает в слой донного ила, достигает более твердого грунта, отражается, снова проходит ил и так далее. При этом волна не только затухает, теряя часть своей энергии, но и меняет свои свойства. И это все очень условно и очень упрощенно. Как минимум потому, что пьезоэлектрический кристалл передает процессорам данные в виде токов, а процессоры анализируют характеристики электрических сигналов в конкретный момент времени. Затем из полученных данных формируется вертикальная строка, которая состоит из этих сведений. Это очень хорошо иллюстрируется на так называемом оскопе. То есть строка состоит из пикселей, каждый из которых расположен на расчетной глубине и окрашен цветом, соответствующим плотности объекта, от которого получен отраженный сигнал. Из каждой новой итерации цикла добавляется последующая строка изображения, в результате чего на экране формируется картинка, движущаяся справа налево. Ага, дальше как Вася говорил. Давай нарезать, фигачить с высокой частотой быстрыми волнами. Оу, стоп. Вот еще одно яркое заблуждение. Часто его читаю в комментариях, где мамкины инженеры спорят о мощности датчика. Когда речь идет о частоте, имеется в виду не то, сколько раз в секунду датчик передает зондирующий сигнал, а частота излучаемого импульса, то есть характеристика самого сигнала. И когда Вася заявляет о том, что датчик испускает в боковом сканировании 800 тысяч импульсов в секунду, это просто катастрофа. Если бы датчик столько испускал, то обратный эффект реактивной тяги закинул бы Васю в стратосферу. Чего? Ладно, допустим, Вася прав. Хорошо, давайте посчитаем. Берем скорость звука в пресной воде при температуре 20 градусов Цельсия. 1482 метра в секунду.
Делим пополам, то есть передача туда и прием обратно. Получаем 741 метр максимально доступной дистанции за секунду. Но Вася в своем представлении пуляет 800 тысяч импульсов за секунду. И, поделив 741 тысячу миллиметров в секунду на 800 тысяч, мы получаем 0,93 миллиметра. То есть у Васи боковое сканирование работает на дистанции меньше 1 миллиметра. Так, Давайте теперь сами прикинем минимальное количество зондирующих импульсов, скажем, у датчика GT56 в боковом сканировании SideView. Производитель заявляет о максимальной глубине бокового сканирования 150 метров. Отлично. Умножаем на 2, туда и обратно, и делим на скорость звука в пресной воде. Получаем приблизительно 0,2 секунд. То есть минимально возможная частота испускаемых импульсов в боковом сканировании менее 5 раз в секунду. Но на самом деле это значение еще меньше, так как необходимо учесть такты работы пьезоэлектрического кристалла, время на его запуск, время на его остановку, время на переключение режимов приема передач в процессорах эхолота и так далее. Надеюсь, теперь все усвоят, что когда речь идет о частоте, это о длине волны, а не насколько часто испускается импульс. вот я тебя и поймал, дядя Вова. Получается, если я поставлю маленькую дистанцию, то и будет фигачить импульсов больше. Действительно, чем ниже дистанция, тем чаще прибор испускает импульсы. Это учтено в алгоритмах программного обеспечения эхолота. Но чаще не в тысячи, не в сотни и даже не в десятки раз. Это нетрудно проверить и самому. Для достоверности отключим классический сонар. Открываем программу бокового сканирования, прислушиваемся к звукам паразитного излучения, издаваемого датчиком, и наблюдаем на экране скорость отображаемых строк. В ходе этого простого эксперимента нам удалось установить, что при уменьшении дистанции частота испускаемых импульсов увеличивается. И наоборот, чтобы компенсировать время прохождения звуковой волны этой дистанции. И, соответственно, считаем и для традиционного сонара на 56-м датчике. Производитель заявляет 240 метров максимальной глубины. То есть импульсу необходимо пройти туда и обратно 480 метров, которые звуковая волна преодолевает приблизительно за 33 секунды. Получаем максимальное количество сигналов на такой дистанции менее 3 за секунду. Но учитывая, что современные сонары используют технологию чирп, о которой мы поговорим ниже, то и того меньше. Теперь, что касается паразитных лепестков. Вы, наверное, обращали внимание на то, что ближе к поверхности воды на экране эхолота зачастую наблюдаются какие-то помехи и хаос в показаниях. Ну вот вам и изнанка технологии. Именно поэтому существуют поверхностные фильтры помех. Я вот у шершни вообще не понял, откуда берутся дуги. Да, как я уже говорил, он очень сильно упростил, в связи с чем упустил некоторые важные моменты. Снова смоделируем сканирование сонара. В рабочую зону, обозначенного конусом, входит рыба. Производится считывание данных, но мы уже знаем, что данные, полученные в ответ на импульс, выводятся на экран в виде одномерной строки. Внимательный зритель заметил, что я неоднократно обращал ваше внимание на радиальность, сферичность распространения волны. И тут снова нам понадобится буквально начальные знания геометрии. Так как волна сферична, то и глубина расположения объектов будет считаться по радиусу. Непонятно, да? Хорошо. Конус, который мы привыкли видеть, на самом деле в поперечном разрезе выглядит веером. И условное визуальное сжатие картинки нужно производить не по одной оси, а по радиусу, как это происходит при складывании веера.
И тогда все встанет на свои места. Объекты, расположенные на одной глубине, но на разном расстоянии от оси диаграммы, будут отображаться на разной глубине, согласно радиусу из-за сферообразности распространения волны. Помните, военные наблюдают за объектами на радаре в круговом обзоре? И аппараты УЗИ показывают круговые снимки, дольки пиццы. Ну а гражданскому потребителю эхолотов вывернули показания наизнанку, потому что до появления экранов в эхолокации применялись бумажные самописцы. И вопреки всему народу понравилось. То есть изначально это был косяк, который производители пытались устранить. Но позже выяснилось, что получаемые на экране дуги зашли потребителю как интересная особенность идентификации пелагических объектов, например, рыбы в толще воды. Что, еще так и не поняли? Ладно, эхолот сканирует, получая за каждую итерацию цикла информацию в виде строки и выводит на экран одну за одной. И как вы видите, проходя через конус слышимости сонара, отображение глубины расположения рыбы меняется. Вот так, собственно, и появляются дуги, без всякой магии и прочих там чудес с плавательными пузырями, нарезкой огурчиков и прочих мифов. Надеюсь, вы понимаете, что этот конус трехмерный, и что это касается и объектов, расположенных не только в одной плоскости. Далее. Теперь давайте представим, что датчик установлен неправильно, задран вверх. В этом случае показания глубины будут не соответствовать действительности. А учитывая радиус волны, мы увидим на экране завал дуг вправо. А если датчик опущен вниз, то наблюдаем завал дуг влево. И теперь вы знаете, как правильно проверить установку датчика, что на самом деле очень важно не только для отображения точности глубины, но и для получения максимальной информации, особенно при структурном сканировании дна в боковиках. Теперь важная часть. Дело в том, что при некоторых условиях у эхолота существует и мертвая зона. Но почему-то о ней никто не говорит. Вот в этой области компьютер программно отфильтровывает отраженные сигналы, полученные после установленной глубины. Это обусловлено алгоритмами программного обеспечения эхолота, чтобы постараться как можно точнее вывести на экран информацию о рельефе дна. Однако, чем более рыхлое дно, тем меньше эти мертвые зоны. Но тем больше придонная рыба сливается с поверхностью дна. То же касается и рельефа дна. Ямки, канавки, резкие перепады и прочие неровности будут сглаживаться усреднением. Причем усреднение становится больше с уменьшением частоты, а также с увеличением глубины. Из-за ошибок, рассеивания, разрешающей способности эхолота и вот этого вот всего, это выглядит как с увеличения размеров конуса. Это следует учитывать также и при отрисовке карт глубин. Чем выше частота волны излучения сонара, тем более подробная и детальная получается карта, так как именно из традиционного сонара берутся данные для рисовалки карт. А для визуального исследования подробностей дна необходимо использовать другой вид эхолокации, например, так называемое нижнее сканирование. Но о нем мы будем говорить в отдельном выпуске, а мы продолжим этот. Также следует учесть, что если объект движется в одном направлении с лодкой, то на экране эхолота он будет отображаться в виде некой замысловатой фигуры или прямой линии. Также в виде прямой будет отображаться объект, попадающий в поле зрения эхолота при отсутствии движения лодки, например, при ловле в отвес или при подледной ловле. Хорошо, принципы работы мы разобрали. Теперь давайте посмотрим, какие эхолоты бывают. Технология ЧИРП изначально разработана в 50-е годы для военных радаров, но позже ее адаптировали и для сонаров.
Суть технологии заключается в том, что обычные сонары, которые мы рассматривали выше, излучают один одиночный короткий импульс в каждой посылке, в то время как сонар в режиме чирп излучает длинный, сжатый, интенсивный, линейно-частотно модулируемый сигнал, состоящий из нескольких частот. Другими, более упрощенными словами, излучает несколько импульсов на разных частотах в каждой посылке. И при приеме посылки каждый сигнал обрабатывается раздельно параллельно, что дает в разы больше информации для анализа. И перед выводом на экран данные сопоставляются алгоритмом отбора, который у каждого производителя свой уникальный. В общем, получаемая картинка с сонаров в режиме чирп более чистая, имеет больше деталей и подробностей. Например, позволяет распознавать отдельных особей рыб в стае, а в некоторых случаях удается выделить крупную рыбу, прижатую ко дну. По большому счету, времена так называемых классических сонаров прошли. Garmin, Lowrance, Humminbird, Раймарин уже не используют обыкновенный сонар с одним единственным импульсом, поэтому можно смело назвать традиционный сонар чирпом, а учитывая его возраст, и классическим. Также следует упомянуть о различных вариациях сонаров и его некоторых эволюционных ветках. До недавнего времени, пока микропроцессоры высокой производительности не стали настолько доступными и энергоэффективными, широко использовались двухлучевые сонары. В отличие от чирпа, такие сонары поочередно испускали импульсы на разной частоте или имели двойной кристалл сонара, которые испускали импульс каждый на своей отдельно взятой частоте. Получаемые данные из двух лучей объединялись и выводились на экран. Но это не так, чтобы и сильно меняло картину. Также классический сонар пробовал занять место и бокового сканирования. Например, у Humminbird были модели даже с 11-лучевыми сонарами, которые выводили на экран трехмерную картинку с расположением объектов относительно лодки. К сожалению или к счастью, судить вам, но эти технологии вымерли, проиграв конкурентную эволюционную гонку с технологиями нижнего и бокового сканирования, о которых я расскажу вам в следующих выпусках. А сейчас давайте вместе поблагодарим за участие в подготовке этого материала технического директора лодочного сервиса Rubots Андрея и Петра, пожелавшего остаться инкогнито. Огромное душевное вам спасибо. А я напоминаю, что в магазине Александр Ховрина для подписчиков нашего канала действуют скидки, поэтому подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока! Вот, Михалыч, как быть? Был авторитет, а мне тут по полочкам разложили, что он не прав. Да иди ты нахрен со своими эхолотами, патрубок лучше держи. Держу.